Соль– ценнейший дар природы, необходимый для поддержания жизнедеятельности человека и всех живых существ. Входящие в состав, продукты ионы натрия участвуют в сокращении мышечных волокон, передаче нервных импульсов. Поэтому недостаточная концентрация данных соединений в организме человека вызывает повышенную утомляемость, общую слабость, появление нервно-мышечных расстройств. В кулинарии соль используют при приготовлении практически всех блюд, как одну из важнейших приправ. Она обладает характерным вкусом, что дает легкое определение ее избытка или недостатка в том или ином блюде. На протяжении всей истории доступность соли имела решающее значение для цивилизации. В настоящее время считается, что первым городом в Европе была Солница-Ата в Болгарии, которая была соляным рудником, обеспечивающим область, ныне известную как Балканы, солью с 5400 года до нашей эры. Основными способами добычи соли являются следующие: добыча каменной соли шахтным, обычно на глубине от 100 до 500 метров, или карьерным способом, когда затвердевшая соль скопилась близко к поверхности, добыча самосадочных солей из соляных озер и морских заливов, ропа которых является источником поваренной соли, добыча садочной поваренной соли бассейным способом из морской и озерной воды. Соль из соленого озера добывают при помощи соледобывающего комбайнов. Он совсем не похож на сельскохозяйственный, иную машину и больше напоминает двухэтажный вагон или электровоз. За час комбайн добывает около 300 тонн соль. Он двигается по рельсам, уложенным прямо на соляную корку, и всасывает смешанную с водой соль. Далее в специальной камере крупные куски соли отделяются от воды и дробятся внутри комбайнов. Кристаллы соли промывают, удаляя нерастворимые примеси, пока соль проходит первичную обработку. К комбайну по параллельным рельсам подходит железнодорожный состав, чтобы отправить соль на дальнейшую переработку. Погрузчики доставляют соль в этот цех. Теперь с помощью крана ее засыпают в конусовидный бункер. Внутри кристаллы соли еще раздробят, чтобы получить более мелкий помол, а затем по конвейеру направляют в цех фасовки. Здесь соль движется равномерным слоем и проходит стадию очистки. Все дело в том, что над конвейером установлены специальные магниты. Они улавливают мельчайшие частицы металлов. Фасовочный станок, похожий на карусель, засыпает соль в пачки. Добыча соли шахтным методом происходит на глубине от 100 до 500 метров, людям помогают машины. Специальные комбайны тоннами вырубают соляные залежи. Проходческий комбайн не только вырубает саму породу, но и одновременно прокладывает транспортный туннель. Крестовина комбайна снабжена режущими элементами. За счет их вращения в разных направлениях и происходит вырубание породы. Добытую соль забрасывают на скребковый конвейер, который, в свою очередь, пересыпает соль в бункер комбайна вместимостью 15 тонн. Из бункера соль перегружают в вагон для доставки на ленточный конвейер. По нему она и отправляется к месту подъема на поверхность. По ленточному конвейеру соль проходит более 10 километров. По так называемым стволам глубоких шах, по которому ее и поднимают на поверхность для последующей обработки. Сначала соль поступает на дробление. По конвейерному тракту пищевая соль отправляется в цех.
Установленные на ленте магнитные ловушки исключают попадание в продукт железных примесей. Масса попадает в отделение по размеру и фасовке пищевой и поваренной соли, где в специальных мельницах измельчается до нужного помола. Соляную пыль используют для изготовления брикетированной кормовой соли, которая полезна для животных. Соль фасуется в мешки и бумажные пакеты на специальном автомате, упаковывается и маркируется.